Итак, сегодня на обзоре будет такое блюдо, редкое за рубежом и очень популярное у нас, как котлеты. Котлеты в переводе с французского означают жареные ребра, типа. Ну, не жареные, а ребра. Значит, что нам надо? Лук, мясо, нужен был батон, ну, пойдет и такой. И немного молока. И все это надо будет прогнать через мясорубку. Сейчас нарежем лук под мясорубку, чтобы он туда залетал. Блюдо не очень популярное, потому что считают, что с ним очень много хлопот, долго его делать. На самом деле все не так уж и плохо. То есть такой лайт вариант сейчас будет. Лук измельчил и хочется рыдать. Надо чем-то накрыть или залить водой. А, мы лучше водой зальем, чтобы он не источал свой запах. Берем батон. Да. Для чего лук? Лук, он дает запах, вкус и насыщает котлеты влагой. Если просто без ничего сделать, измельчить мясо, посолить, там, заправить, ну, там, специями, то будет не очень. Будет сухое. Сухие котлеты невкусно. Глотку будет драть. Так, вот мы батон берем, положили. Сейчас посмотрю, камера показывает, да. Покрошили батон, это молоко, сейчас возьмем открытое. Открыто жирненькое, это менее жирное. И заправляем. Немного, вот так примерно. И макаем хлеб в молоко. Почему молоко, а не вода? Это тоже будет давать котлетам нежность. Они такие будут, ну, люксовый вариант. Так, сейчас одну секунду. Теперь дело за мясом. Мясо можно любое, кому какое нравится, хоть птицы. Мясо тоже режем под мясорубку. И измельчаем.
Жир, не жир, это не важно. Потом все будет перемешано как следует. Так, ну, продолговатые кусочки. Все. Молоко убираем, оно нам больше не пригодится. Теперь нужна чаша, где мы будем это все дело. Так, это побольше. Наоборот, переложим. Меньшую, это больше. Ну, процесс перемалывания мяса, измельчения, придется урезать, потому что оказалось это оказалось, что лезвия ножи тупые, поэтому получилось, что получилось. Ну, что я хотел, я достиг. Все измельчено. Мыть потом, когда будет процесс жарки, когда нам не надо. Не надо. Сало выкинем. Это потом помоем. Теперь нам нужна сковородка с плоским дном. Да-да-да-да. Масло растительное, любое пойдет. Ну, не сливочное только. Так. Обваливать будем не в панировке, а в муке. Вначале надо посолить, поперчить специи. Сейчас будем перемешивать, поэтому
сразу бухнем. Побольше. Так. И начинаем перемешивать все это дело. Ой, летит все в разные стороны. Солено перчено. Теперь нужна мука. Так, мука есть. Сейчас, чтобы попало в камеру, гляну. Да. Руки мокрые. Не хочу. А то прилипнет вся мука к рукам. Нож не нужен. Нужна эта штучка переворачивать. Лопатка. Начинаем лепить. Лепим и в муке обваливаем. Надо было маслица налить. Сейчас нальем. Масло надо лить не жалея, чтобы половина котлеты были в масле, иначе процесс больше времени займет. Вот. Форму любую можете придавать, какая вам нравится. Мне без разницы, какая форма. Можно круглую, можно продолговатую. Сковородку еще не грел, и в этом ничего страшного нет. Можно наложить, а потом включить ее. То, что котлеты будут очень нежные, это уже как бы факт. Потому что они очень мягкий фарш получился. Они будут вообще супер-пупер. Котлеты просто приятнее есть, чем... Можно было мясо потушить, но я люблю помягче пищу. Приятнее кушать. Чем грызть жесткое мясо. Почему панировку не использую? Не люблю тоже на зубах вот эту панировку. Она ужасно скребет по зубам, невыносимо. Она еще, когда свежие котлеты, она еще мягкая. А когда вы их разогреваете, ё-моё, невыносимо.
лука надо было чуть-чуть поменьше. Ну, или батона. Чересчур мягко. И плюс еще мякоть, карбонат. Там очень мягкое мясо. И плюс свинина, она сама по себе мягкая. Если бы говядина была, она была поинтересней. Ну, имеем то, что имеем. Так. Ну вот, первая партия готова. Сейчас мясо, чтобы не выкидывать с рук, счистим ее. Тут налипло. От души. Потому что мягкий фарш. Так. И покатит процесс. Основной. Чтобы мука не пропадала. Сейчас мы ее чистим. Да и вообще не надо ее выкидывать. Вот так, хоп. Хоп, хоп. Все, огонь на максимум, чтобы это побыстрее, а потом прикручу. Как бы самый тяжелый этап мы прошли. Котлеты готовы. Это что? Это я масло разлил, это плохо. Промокнуть. Сейчас камеру ближе. Ну все. Масло я чуть-чуть, конечно, перелил. Не рассчитал. Ну, по половину должны они быть накрыты, так они быстрее пропекутся. Ну, прожарятся, то есть. Так. Соль убираем. Перец убираем. Ну, что рассказать про котлеты? Котлеты — это недооцененное блюдо на Западе почему-то. Ни в Азии, нигде такое не едят. Они там всякие стейки, шмейки грызут. Глянем, что там. Вот пора переворачивать. Не хочу их пережаривать. Лучше еще раз потом перевернуть. Ну какие. Так, вилка это даже прикольно делать. Быстрее. Ну, можно еще было подержать чуть-чуть. Но я лучше еще раз переверну.
много влаги с них выходит. Это лук, молоко. Это все было. Ой, это разваливается. Не хотелось бы. Подружилась она с другими котлетами. Ну, бывает и так, чуть-чуть развалилась. По-моему, шикарно. Эх, это мало обвалял, надо было больше обваливать. Нет, еще надо держать. Еще 5 минут подержу и буду снимать. Ну, снимать не с видео, доставать из самолета. Чуть-чуть подгорели, да. Ну, не подгорели, а охладило их. Это мы сейчас отшкрябаем лопаткой, чтобы следующая партия. Ну, они отличные, они белые внутри. Просто больше муки. Жена подходила, говорит, а что ты яйцо не добавил? Яйцо дает сухость, не будет суховато. Да. ЧП мирового масштаба не было. Забыл я про яйцо. Ну, можно было, но можно и не можно. Ой, блин. Вот пата пластмассовая, ощущает плохо. Это надо убрать, как следующая партия. Это тоже мясо, съедобно. Вот это уже не съедобно. Вот этот кусочек мы еще уберем. Вот это мы не уберем. Это ножом чистим. Подгоревшая мука.
Так, вторая партия. Ну, вторую показывать не буду. Покажу вот то, что получилось. Сейчас попробую. Что там вообще? Опа. Вот это отвалившееся будем есть. То, что надо. Котлеты состояния, даже что они развалились, это хорошо. Белое мясо, это говорит о том, что они уже приготовлены. Ну, как бы все. Яйцо надо было, возможно. Или больше обвалять. Ну, сам принцип я как бы показал. То, что котлеты делаются не так долго. Получилось. В принципе, все красиво. Ну, это вот, когда яйцо можно было. Или обвалять в панировке лучше было. Незначительные недостатки как бы на вкусовые качества никак не влияют. Единственное, мало посолил и мало поперчил. Получилось такое мясо нежное. И сейчас вилочку возьму, покажу. Вот сюда. Вот. Отколем. Вот. Такое. Очень нежное. Полностью прожарилось все белое. Сладкие получились котлетки. Надо было чуть больше соли, чуть больше. Ну зато с кетчупом хорошо теперь. Или с какими-нибудь этими, с аджикой. Как бы достаточно, но я люблю поострее, посоленей. На этом все.